В индийском экспертном сообществе тема вовлеченности Турции в процессы, прямо или косвенно влияющие на безопасность страны, стала появляться с заметной регулярностью. Тенденция эта не нова, однако за последние годы приобрела характер устойчивого тренда. Каждый новый инцидент, будь то теракты, информационные кампании или дипломатические эпизоды, неизбежно приводит внимание индийских аналитиков к Анкаре. Поводом для нового витка обсуждений стало расследование взрывов в районе Красного форта в Дели, где в массиве данных, помимо ожидаемых направлений, все чаще начали фигурировать связи, уходящие на территорию Турции. Эта тема оказалась в центре внимания не случайно. Анкара уже несколько лет ведет линию, которая в индийском контексте воспринимается как направленная на подрыв стабильности страны. Это и политика информационная поддержка Пакистана, и акцентированные заявления о положении мусульман в Индии, и разнообразные инициативы, связанные с кашмирским вопросом. На этом фоне эпизод с отказом Турции пропустить российский Ан-124 с вертолетами «Апачи» для индийской армии приобрел символическое значение не как единичный случай, а как маркер общего ухудшения климата в отношениях. Расследование взрывов возле Красного форта стало важным эпизодом, показавшим, насколько сложно и многослойно переплетаются региональные связи. Данные следствия указывали на то, что ключевые фигуранты дела, доктор Умар Мохаммед и доктор Музамил, могли действовать под координацией человека, находившегося в Турции и использовавшего псевдоним Укаса. Дополнительный интерес вызвал список из десятков мобильных номеров, зафиксированных рядом с местом происшествия и впоследствии связанный с абонентами в Пакистане и Турции. Хотя индийские власти воздержались от публичных обвинений государств, чтобы не создавать дипломатического напряжения, в Анкаре даже косвенные упоминания восприняли болезненно. Официальные структуры выступили с жестким опровержением, охарактеризовав публикации индийских СМИ как попытку подрыва двусторонних отношений. Отдельного внимания требует кашмирское направление, вокруг которого Турция выстраивает активную внешнюю стратегию. Уже несколько лет на различных площадках появляются материалы, свидетельствующие о попытках Анкары расширить свое присутствие в этом вопросе. От благожелательных заявлений к Пакистану до более конкретных шагов. В 2020 году курдские источники сообщали о разговорах среди протурецких группировок в Сирии, о возможной поддержке кашмирской темы, а в последние месяцы отмечалось появление боевиков Хамас в пакистанском Кашмире, что вновь укрепило подозрения о пересечении интересов Турции с рядом радикальных организаций. На международных площадках Анкара также стремится закрепить свою позицию. С 2019 года Эрдоган регулярно поднимает тему Кашмира. Сначала на сессиях Генассамблеи ООН, затем на встречах в Пакистане и других азиатских странах. Турецкие государственные СМИ последовательно формируют образ Индии как государства, ущемляющего права мусульман, а различные турецкие институты предоставляют площадки для дискуссий, связанных с кашмирскими активистами и диаспорой. Это формирует почву для усиления турецкого влияния среди части населения региона, что вызывает обеспокоенность Нью-Дели. Чтобы понять логику такого курса, необходимо учитывать не только идеологическую направленность внутренней политики Турции, но и ее стратегические амбиции. Правящая элита стремится не просто укрепить собственные позиции внутри страны, но и вернуть Турции образ ключевого игрока исламского мира. После охлаждения отношений с европейскими структурами Анкара решила усилить свое присутствие в мусульманских регионах Азии, где сегодня сосредоточена большая часть мирового мусульманского населения. Так родилась концепция Asia Anew, предполагающая активизацию связей с азиатскими государствами на различных уровнях. Экономические трудности и внешнеполитические амбиции привели Турцию к стратегии, в которой участие в конфликтах перестало быть исключением и стало способом укрепления влияния. Победа Азербайджана в Карабахе в 2020 году стала одним из главных символов эффективности турецкой модели. Поставки вооружений, корректировка стратегий и политическая поддержка позволили Анкаре укрепиться на Южном Кавказе и получить значимые экономические контракты.
Затем последовали Ливия и Восточное Средиземноморье, где Турция использовала военную силу и дипломатическое давление для расширения своих интересов. Ситуация в Сирии стала для Анкары крупнейшим внешнеполитическим достижением последних лет. Результатом многолетнего участия Турции стало формирование новой политической реальности, в которой Анкара фактически стала одним из главных игроков. Кроме того, успехи турецкого ВПК, особенно в сфере беспилотных систем, принесли стране контрактов на миллиарды долларов и укрепили ее имидж производителя эффективной военной техники. В этом контексте стратегическое сближение Турции с Пакистаном выглядит закономерным. В ходе индийской операции «Синдур» Пакистан активно использовал турецкие технологии, от беспилотников до морской техники. Контракты на постройку корветов, сотрудничество в сфере инженерии и авиастроения, совместные программы в рамках национальных военно-технических проектов – все это говорит о формировании устойчивой оси Анкара-Исламабад. Для Индии это создает дополнительные сложности, поскольку Турция фактически усиливает роль Пакистана как регионального военного игрока. На восточном направлении Турция также продвигает свое влияние. На этот раз в Бангладеш. Подписание соглашений о возможных поставках систем ПВО, интерес к легким танкам, переговоры о создании оборонных производств и совместном выпуске ударных беспилотников показывают, что Анкара делает ставку на долгосрочное присутствие в Бенгальском заливе. Это может изменить стратегический баланс в регионе и сформировать новую реальность, в которой у Индии появится еще один внешний вызов. Важным элементом турецкой внешней политики остается и работа с политическими группами, активистами и диссидентами, через что Анкара укрепляет свою мягкую силу. Турецкая культура, медиа, религиозные центры и образовательные программы создают благоприятную среду для формирования симпатий к Турции в разных странах, что также способствует укреплению ее влияния среди кашмирских кругов. Все эти процессы формируют перед Индией сложный и многослойный вызов. С одной стороны, Турция пытается встроиться в региональную динамику через идеологию и военно-политические проекты. С другой, использует конфликты как инструмент расширения влияния. В этих условиях Индия оказывается в ситуации, когда традиционные дипломатические механизмы оказываются недостаточными. Для сохранения регионального баланса и защиты своих интересов Нью-Дели необходимо демонстрировать способность действовать самостоятельно и жестко, не позволяя внешним игрокам создавать иллюзию слабости или уязвимости. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и геополитики.